Меня зовут Сергей Иванов. Приветствую вас на канале Practical Shooting. Подписчики задают вопросы по поводу оборудования, которое используется на матчах. Одним из важных элементов оборудования является стрелковый пояс. Этот пояс, который используется в открытом классе и предназначен для максимального быстрого доступа к магазинам во время выполнения упражнений. Для того, чтобы собрать ремень, потребуются следующие компоненты. Внешний ремень, внутренний ремень, паучеры, крепление паучеров, фиксатор ремней и при необходимости клипсу для закрепления патрона. Можно выбирать из ремней, и я вам расскажу о том, какие ремни сейчас доступны и используются в практической стрельбе. Один из них — это тактический ремень, в данном случае компании Black Hawk. Это прочный ремень с металлическим крепежом-фурнитурой, с внутренней велкро и наружной велкро для закрепления ремня. Он идет без внутреннего ремня. Если вы его хотите приобретать, то придется делать это отдельно. Недостатком данного ремня является то, что он достаточно гибкий и мягкий. Это важный момент, я расскажу потом почему. Другой вариант — это ремень компании Ghost. Его преимущество заключается в том, что он более жесткий. Он идет сразу со внутренним ремнем. Довольно часто используется спортсменами. Но мой выбор — это ремни Double Alik. Эти ремни на полимерном основании, и главное их преимущество заключается в том, что они очень жесткие. Сколько бы вы паучеров на них не закрепляли, они фиксируются очень уверенно и могут выдерживать 4-5 паучеров очень легко и без деформации. Пару слов о паучерах. Паучеры делаются из различных пластмасс. Очень часто их делают из кайдекса. Они по форме совпадают с магазином, за счет чего без специальных защелок его фиксируют внутри, не позволяя выпадать. Чтобы закрепить паучер на ремень, вам понадобится какое-либо крепление. В данном случае у нас использовано крепление T-Lock. Это крепление очень распространено, используют его многие, оно в принципе неплохое. В нем имеется один недостаток. Если вы захотите отрегулировать T-Lock по ширине вашего ремня, а ремни бывают разной ширины, то для этого вам придется переставлять вот эти пластиковые планки. Дело в том, что эти пластиковые планки не фиксируются железобетонно, они имеют небольшой люфт, а если вы вешаете тяжелый магазин, то и вся ваша конструкция из-за этого люфта будет шевелиться влево и вправо. Это не очень хорошо. Альтернативным ему является крепление от компании Stitch Profi. Это крепление аналогично, имеет одну планку для регулировки по ширине ремня, и, на мой взгляд, оно даже лучше, чем T-Lock. Но, тем не менее, оно не является идеально фиксирующим. Вот еще один вид крепления для паучеров, который представляет из себя довольно простую конструкцию. Его можно регулировать по углу, в зависимости от того, куда именно вы вкрутите крепление. Оно с помощью болтов закрепляется на ремне. Крепит оно его намертво, но его недостатком является достаточно большая хрупкость. Нередко он трескается. Кроме того, он настолько плотно прижимает на большой площади липучку, то есть велкро, что после того, как вы снимаете это крепление, липучка становится уже нефункциональной.
Среди креплений мне больше всего нравится крепление от Custom Guns. Это крепления, которые сделаны из авиационного алюминия марки D16. Они имеют регулировку для ширины ремня. Они очень прочные. Они не крашеные, а анодированные. Это выносливое покрытие, которое достаточно хорошо выдерживает царапины. Кроме того, оно очень легко крепится на ремень, фиксирует его так, что ни о каком шевелении речи быть не может. Таким образом, ваш паучер закрепляется очень жестко, и во время экстренной перезарядки, когда вы выдергиваете магазин, он все время находится в одном положении, не изменяя его. Кроме всего прочего, у Custom Guns есть такое крепление, которое позволяет ниже, чем остальные, закреплять паучер. Это крепление нужно тогда, когда в труднодоступной зоне вам приходится размещать ваш паучер. И руку чаще всего приходится выгибать в неестественное положение. В данном случае можно установить паучер таким образом, что руку не нужно неестественно выгибать. Она просто будет ложиться на магазин и нормальным способом извлекать его из паучера. Альтернативой паучерам является клипса. Это приспособление, которое не требует никакого дополнительного оборудования, кроме как непосредственный крючок, который сделан либо из металла, либо из полимера, либо из карбона или алюминия. Он непосредственно садится на ремень, и главным его преимуществом является дешевизна и то, что он практически никогда не слетает во время передвижения. Минусами его являются невозможность регулировать по углу наклона. Он всегда будет смотреть у вас в одну сторону вниз. Кроме того, он может несколько перемещаться вдоль по ремню. А в остальном выбор остается за вами. Использование клипсы может иметь один недостаток. Клипса не позволяет регулировать наклон, и из-за этого рука порой выгибается в неестественном положении. Кроме того, если в связи с тем, что клипса не крепит в определенном месте на поясе магазин, он уедет куда-нибудь в сторону, то его придется искать рукой, как здесь. Несколько слов о магазинах. Я использую магазины от завода Молот. Это 10-зарядные магазины, с которыми я произвел некоторую модификацию. Я добавил к ним фрикционную ленту, потому что когда ваши руки мокрые, либо вы используете перчатки с гладким покрытием, и при рывке магазина вы можете проскользить рукой и взять его либо ненормально, за край, либо ваши руки соскочат. И чтобы этого избежать, я использую фрикционную ленту. В последнее время я использую так называемый степелинг. Это способ сделать поверхность широковатой с помощью обычного детского выжигателя. Вы можете наносить любую текстуру, вы можете регулировать и делать ее очень грубой, как в данном случае, либо более мягкой, как показано здесь. Если вы переборщите с фрикционностью, то вы будете просто рвать себе перчатки, либо обдирать руки. Дополнительным изменением является резинка. Первоначальное предназначение этой резинки заключается в том, чтобы вытягивать магазины из подсумков с помощью пальца. В нашем случае она несет другую функцию. Она защищает дно магазина
от повреждений. Вам приходится часто сбрасывать магазины во время выполнения упражнений. И если он будет падать на жесткую поверхность, на камень или бетон, он либо сразу, либо со временем разобьется. И в этих местах у вас могут появляться трещины и сколы. Для того, чтобы избежать этого, я приобрел эти резинки от компании Magpul. И они замечательно защищают магазин от повреждений. Магазины закрепляются под определенным углом. Первый магазин закрепляется таким образом, чтобы рука не поворачивалась неестественно, осталась в том положении, в котором она изначально была. При повороте угол немножко изменяется, поэтому точно так же подстраивается и магазин. Удлиненный подсумок. Если бы он находился здесь, то руку приходилось бы выносить сюда. Поскольку он находится ниже, рука также в естественной позиции ложится на магазин. На этом все. Надеюсь, что информация окажется полезной для вас. Подписывайтесь на канал и увидимся снова.